Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке буду вязать красивый, простой узор. В работе у меня вот такая плотная пряжа. Здесь шерсть вместе с акрилом и крючок номер 6. Итак, приступаем. Итак, для образца я буду набирать петли эластичным способом. При наборе таким способом край изделия у вас никогда не будет стянутым, будет выглядеть красиво. То есть по краю у нас будет красивая косичка. Потом покажу. То есть мы оставляем небольшой хвостик и набираем любое количество петель. То есть здесь не важно, четное, нечетное. Смотрите, вот здесь у меня хвостик, вот это основная нить, хвостик. Набрасываем на крючок и провязываем. Набросили хвостик и провязали петлю. То есть мы набираем такую вот плотную косичку. Я здесь петли не буду считать, потому что здесь для этого узора это не важно. Ну вот, наберем, пока не закончился хвостик. Все, эту часть мы будем ввязывать. Вот, и одна воздушная петля подъема, то есть ее набираю обычным способом. Так, далее переходим к вязанию первого ряда. Вот наша объемная косичка, которую мы набрали. Смотрите, как мы вяжем. Первый ряд у нас столбики без накида, петлю подъема пропускаем и идем в следующую петлю. Вот как у нас входит крючок, так чтобы с обратной стороны у нас была полностью косичка. И мы вяжем первый ряд, это у нас столбики без накида. Ввязываем заодно наш хвостик. Узор наш состоит всего из двух рядов. То есть вот сейчас мы вяжем первый ряд и определенным образом второй ряд. И еще в конце я вам покажу, как можно будет обвязать образец. То есть если вы будете вязать, например, коврик, я вам покажу свою любимую такую массивную обвязку. Может, некоторые из вас не знали, что так можно вязать. Так, вяжем просто столбики без накида. Но здесь уже, когда провязываете первый ряд, столбики надо считать, потому что при вязании второго ряда можно где-то потерять петлю. Я вам покажу, как важно что соблюдать. Все, провязали первый ряд, у меня получилось 11. Здесь 11 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и вяжем второй ряд. Второй ряд мы будем вязать вот такие вот рельефные столбики без накида, лицевые. Лицевые, потому что крючок захватываем спереди. Изнаночный — это если бы мы вот так крючок захватывали сзади. То есть вот воздушная петля подъема, и заводим крючок и провязываем столбик без накида. Заводим крючок под следующую петлю, снова столбик без накида. И так под каждую петлю, только в конце внимательно посмотрите. Сейчас я вам покажу, как мы в конце второй ряд провязываем. Захватываем вот последнюю нашу петлю, провязываем рельефную. И у нас, смотрите, мы вот так вот в последнюю петельку провяжем еще столбик без накида. Все.
И по количеству вы должны просчитать. У вас опять же должно получиться 11 столбиков, 10 рельефных, и последний вот мы провязываем в последнюю петлю. Воздушная петля подъема, снова на лицевую сторону, и повторяем наш первый ряд, как мы вязали. Вот у нас с лицевой стороны получается такая косичка, и мы снова провязываем столбики без накида. Их у нас должно получиться 11. В каждую петлю. Провязали. Воздушная петля подъема, и снова вяжем наши рельефные столбики лицевые. То есть мы вот так захватываем сразу первый столбик и провязываем столбики без накида. Смотрите, провязываем последнюю петлю и в уголочек просто обычный столбик без накида. Не забываем, можно просчитать. Разворачиваем наше вязание. Воздушная петля подъема, и снова у нас обычный ряд, где у нас столбики без накида. И таким образом мы с вами чередуем два ряда: столбики без накида и рельефно-лицевые столбики без накида. Вот какой получается массивный, красивый узор. Массивный, потому что у нас такая толстая нить. В принципе, можно из любой ниточки вязать. Из любой будет выглядеть красиво. Я обещала, сейчас покажу, как я делаю обвязку. То есть, если вы даже связали что-то таким узором, очень красиво сделать обвязку. Смотрите, как делаю ее я. То есть вот так вот набрасываю нить 2 раза, завожу крючок с изнанки, три петли на крючке, я их провязываю. Сейчас я несколько рядов пройдусь, чтобы вы понимали, как выглядит узор. То есть вот так вот крючок, раз, два. Я люблю так обвязывать ковры. У меня на втором канале там есть несколько ковров вместе со схемами, и практически все свои ковры, когда я вяжу, я обвязываю именно так, потому что эта обвязка, она выглядит такой, сейчас еще несколько рядов пройду, она выглядит такой массивной, рельефной, и коврики хорошо прилегают к полу. Ну, такая обвязка не только для коврика, в принципе, для пледа, для чего угодно. Так, раз, два. Если вы доходите до угла, в принципе, с одной стороны угла вы можете в одну петлю провязать 2 петли обвязки. Вот так вот, чтобы сделать плавный переход на другую сторону. И когда переходим на другую сторону, в эту петлю мы тоже сделаем. Раз. Два. То есть в одну петлю, так, раз, два, 2 петли обвязки. Это если вы будете вязать какое-то готовое изделие, вам такой полезный совет, вы можете попробовать. То есть я всегда так делаю. То есть я сейчас покажу. Вот смотрите, это наша лицевая сторона, да, смотрите, как выглядит сбоку обвязка, и вот эта изнаночная сторона. То есть если это коврик или плед, вот так вот выглядит само изделие.
Я дальше не буду вязать, то есть я вам объяснила. В уголках делаем в одну петлю по 2 столбика обвязки. И получается такая коса. Вот какой у меня получился образец. И заметьте, мы набирали эластичным способом. И вот я закончила тот ряд, где у меня просто столбики без накида. И у нас две стороны, они ровные. И с краю у нас красивая такая массивная косичка. Вот это изнаночная сторона, вот это лицевая сторона. Как обвязать, я тоже с вами поделилась своей техникой. Узор выглядит очень красиво. С какого ракурса бы не посмотрел на него. Вот такие вот косы. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего хорошего.